об этом красивом садовом цветке немногие знают. Почему-то его пока еще редко высаживают в наших садах. Познакомилась я с ним не так давно, когда была в поисках неприхотливых и красивых растений, которые можно посеять сразу в открытый грунт всего один раз, чтобы потом каждый год любоваться их обильным и долгим цветением. Называется этот чудесный цветок немофила. Ее полюбили за многие качества. Во-первых, это неприхотливый и красиво цветущий почвопокровник, который способен задекорировать большие участки и укрыть почву от прорастания сорной травы. К тому же он способен радовать своим красивым видом в течение всего лета до глубокой осени. Причем цветы немофилы бывают самой разной окраски. Ее красота, универсальность и длительное цветение, а также восторженные отзывы тех, кто уже ее сажал, стоят того, чтобы иметь это растение в своем саду. Друзья, как всегда, хочу попросить вас поделиться своим ценным опытом. Если вы уже выращивали немофилу, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Уверена, что многим они будут не только интересны, но и полезны. Я также буду благодарна всем вашим лайкам и советам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Немофилу еще называют американской незабудкой, так как родом она из Северной Америки. Особой популярностью и неприхотливостью у нас считается немофила месса и пятнистая. Этот очаровательный почвопокровник разрастается объемными куртинами и даже нежным и на вид шелковистым цветочным ковром. При несложном уходе, который в основном заключается в своевременном поливе, он образует цветущие поляны редкой красоты. В зависимости от сорта достигает высоты не более 25 сантиметров. У немофилы красивые не только цветы, но и ее мелкая резная листва. Она создает эффект плотного ажурного покрова. Цветы от 3 до 5 сантиметров в диаметре, но их может быть огромное множество, причем с самого начала лета и до октября. Они бывают самой разной окраски. Если вы выберете сорта с голубыми цветами, они привнесут в ваш сад особую свежесть и ощущение чистоты. Порой такие посадки при созерцании издалека создают обманчивый вид водной глади. Есть также белые цветы, которые станут прекрасным дополнением в любом цветнике, и пятнистые сорта, например, как немофила «Божья коровка». А есть и с особо эффектной темной окраской, как, например, сорт Готика и сорт Penny Black. Все они красивы по-своему, и каждому сорту найдется свое почетное место на клумбе. А самое приятное, что посадив немофилу однажды, ее видом можно будет любоваться каждый год, так как этот почвопокровник за сезон способен дать аж 3 самосева. Если же вам потребуется расширить свою цветочную полянку, создать более длинный и плотный цветущий бордюр или продлить цветение немофилы, ее семена можно периодически подсевать, например, каждые 2-4 недели. Этот цветочек обычно сеют под зиму, сразу на постоянное место в сад, или же в апреле-мае под пленку или емкости из прозрачного пластика. Перед посевом обязательно перекапывают грунт, удаляя все, даже мелкие сорные корешки. Для рыхлости можно внести песок. Грунт должен быть по возможности питательным, а самое главное – влажным. В сухой почве сеянцы быстро погибнут.
Немофилу легко вырастить рассадным методом. Единственное, что стоит учесть, что ее семена после 2 лет хранения существенно теряют свою схожесть. Об этом необходимо помнить при покупке семенного материала. Всегда обращайте внимание на дату и срок годности, которая указана на упаковке. Семена, как правило, высевают в стаканчике сразу по несколько штук. Подросшие растения не пикируют, а переваливают цельным комом земли сразу на постоянное место. Поступают так, чтобы как можно меньше травмировать нежные корешки и зелень молодых растений. Посеянное в марте на рассаду немофила будет цвести уже в начале лета. Американская незабудка играет в саду роль яркого, красиво цветущего почвопокровника. Из нее также создают эффектные цветочные бордюры, пышные обрамления садовых дорожек и клумб. Немофила составит удачную компанию очень многим садовым цветам. При этом проблем она никому не создаст, так как она не является агрессором, и ее соседство не подавляет другие растения. К тому же этот замечательный почвопокровный цветок способен цвести как на открытых солнечных участках, так и в небольшом притенении. В густой тени ее не стоит высаживать, так как в таких местах цветов будет крайне мало, и растение будет слабо наращивать свои куртины. Однако немофила весьма неприхотлива в выборе места посадки. Удивительно, но она станет отлично расти даже под кронами хвойных деревьев. Еще одним из немаловажных ее положительных качеств является то, что это эффектная гостья из Америки болезням и вредителям в наших садах не подвержена. У нас пока еще нет для нее естественных врагов. Единственное, кто может посягнуть на ее красоту, это прожорливые улитки и слизни. Но и здесь есть исключения. Эти вредители могут нанести вред только молодым растениям, пока их зелень достаточно нежная. Но вот на что вам точно стоит обратить внимание при выращивании немофилы, это на своевременный полив. Если почва будет сухой, обилия цветов вы не дождетесь, а в запущенном случае растения просто могут погибнуть. В заключение хочу сказать, что для климата средней полосы этот привлекательный цветок является однолетником, но стоит учесть ее жизнестойкое качество ежегодно возрождаться путем самосева. Вы также можете каждую весну подсеивать ее семена, чтобы кустики смотрелись плотнее. В любом случае, этот очаровательный почвопокровник порадует вас своим видом и разнообразием цветов. Эффектная немофила создаст отличную компанию многим растениям, украсит передний план цветника или послужит яркой окантовкой клумб и рабаток, а также обрамлением садовых дорожек. Если вам эта информация была полезной, не забудьте поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.